Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Goodwin Vintage. Ищу клад на различных свалках. Все, что удается найти, показываю вам. Иногда удачные находки, иногда не очень, иногда просто мусорные пакеты. Сегодня, мои дорогие, мне повезло. Я прям забрала 3 пакета. Каждый пакетик мне обошелся по $5, так что в $15 я уложилась, не превысив лимит, и еще кое-что к этому купила. Так, буду разбирать пакеты по порядку. Если не успею и видео получится длинным, то разделю на несколько видео. Надеюсь, вам тоже этот процесс поиска будет интересен. Вместе с этими пакетами нашла я и вот такую шкатулку. Ценник был вот так вот и оторван, буквально 15-20 минут назад приехали и, как говорится, с пылу, с жару все вам показываю. Вот такая чудная Матрона и с крыльями. И это ангел. Видите, такой прям, ну, не могла я ее там оставить. Необычная, скажу честно, шкатулка. Я люблю и коллекционирую необычные шкатулки, у меня их много. Если интересно, я вам покажу. Напишите, пожалуйста, интересна ли вам тема оригинальных и необычных шкатулок. Да, в прошлом видео я вам показала необычные елочные игрушки, те, которые мне попадались. И думаю, что тема шкатулок тоже будет интересна. Вот она такая высокая. Я даже не знаю, для чего она. Может, что-то высокое, объемное здесь можно хранить. Но вот с такой окантовочкой у меня тоже много шкатулок. Я думаю, что она китайская, совсем недорогая. Мне она обошлась в $2. Ну и здесь похоже, что она что-то современное, китайская, но вот такая необычная милашка. Так, ну и давайте приступим к поиску. Буду брать пакеты все подряд. Вот в этом пакете я обнаружила вот такого зайчика. Надеюсь, это брошь. Потом здесь, вот думаю, тоже какая-то интересная вещь. И вот эта вот вещь меня заинтересовала. Но, как всегда бывает, до веса набивают эти пакеты тоже какой-то ерундой. Думаю, что тут и ерунды много. Ну, в общем-то, давайте будем проверять, посмотрим, что же тут такого приготовили нам. Не знаю, по какому принципу эти пакеты наполняют. Мне кажется, просто все подряд складывают, чтобы было. Чтобы было. И потом вот так вот выставляют. Я сразу высыпаю. Немного пошуршать придется. Напади. Так-то он набит неплотно. Так, ну, сразу вижу что-то интересное, что-то нет. Ну, давайте приступим. Вот эти ракушки, конечно, это натуральное, конечно, это все. Но я думаю, что у меня таких вот много. Я думаю, что это сувениры, может быть, с Гавайев. Ну, что-то вот такое. Ну, как материал для декора. Я даже вот думаю, что оформлю свечи. Вот просто обернув вот этими ракушками мелкими. Но это какая работа? Кропотливый труд и явно ручной. В общем, для декора использую такие вещи и как бы не выбрасываю, конечно. Так, следующая цепь, часть на украшение. С такой обработкой, ну, вроде как интересная, но я не очень так любитель вот таких вещиц. Так, ну давайте идем дальше. Простите, а это вот, мне кажется, более что-то ценное. Минуточку. Так, это вот такой, какая прелесть, просто невероятная. Такой кулон на цепочке, на родной цепочке, есть застежка. И знаете, здесь вот был, либо маркировка была, сейчас покажу вам поближе. Здесь вот крючочек такой, да, петелька. Либо какая-то маркировочка висела, бирочка, либо, ну, страховочная навряд ли, но думаю, что здесь была либо, либо проба, либо что-то вот такое, да. Цепочка с брошированием, тоже такая необычная, но это свойственно украшениям 60-х годов. И какой чудный кулон. Вижу, что это деколь с дорисовкой.
Так, где моя лупа? Сейчас минутку поподробнее, поближе рассмотрю. Самой хочется рассмотреть. Да, это деколь. Ну, как определить? Есть в виде, ну, как пиксели, что ли, вот как будто точками, да, прорисовано. А на деколе дорисовки это вот черточки. Да, с дорисовкой. Но мыть нужно, очень грязная. Думаю, что это пластик. И сама оправа очень красивая. Мне очень нравится это уже. За 5 долларов, да? Так, вижу, что здесь, да, это, по-моему, пластик. Пластик. Хочется найти маркировку, но думаю, что маркировка именно была вот на той петелке, да, которую я вам показывала в начале. Качественная, красивая вещь. Хотелось бы узнать, чье это украшение. Буду искать в интернете в следующем видео. Если какая-то информация найдется, я вам, конечно, скажу. Если, возможно, вы знакомы вот с этим колье, тоже, пожалуйста, информацию дайте. За нее я вам всегда очень благодарна. Пусть украшает сегодняшний ролик. Так, идем дальше. Такая мелкая брошечка. Мне кажется, что это как-то относится к новогодним украшениям. Не знаю. Кстати, вот керамические броши, они тоже свою прелесть и ценность имеют. Здесь нет маркировки. У меня похожие есть брошь. Ну, какой милый зайчик. В заплаточках. Весь такой. Сейчас, если найду, я вам покажу, минутку. Ну, вот то, что удалось найти прям сразу сходу быстро, это вот такая керамическая брошь. Мне кажется, они вместе очень гармонично смотрятся, да, как снеговичок с зайчиком. Вот так вот. Но здесь уже есть маркировка ММК КДС. Видите? Но по обратной стороне они не похожи. Здесь вот такой крючок. Я думаю, что она более старше, может быть, 60-й. А здесь брошечка посовременнее. Ну, принцип склейки такой же. Ну, очень такая интересная, да, парочка. Как вы считаете, возможно ли два этих украшения совмещать? Я люблю совмещать украшения, особенно если они в одной теме, как бы по стилю подходят. Мне кажется, по стилю они очень похожи. Такая вот. Снеговик теперь у нас не одинок. Уже, как говорится, приятно. Так, следующее, что у нас тут? Вот такая брошь. Цветочек или листочек. Сейчас посмотрим. Надо аккуратненько. И сейчас я вижу, мои дорогие, это рыбка. Видите? Рыбка, золотая рыбка попалась в сети. Ой, какая прелесть. Обратная сторона говорит о винтажном возрасте. Брошировка очень красивая. Маркировки не вижу. Если видите, пожалуйста, напишите. Но рыбка великолепная. Броширование и с лицевой стороны, и с обратной стороны. Я не сразу поняла, что это рыбка на самом деле. Но очень красивая. Такая она нелегкая, тяжеловатая. Так, как говорится, маешь вещь. И она такая немножко объемная. Золотая рыбка попалась в сети. Очень красивая вещица. Тоже здорово. Так, ну и здесь вот брошь. Стоила когда-то 2 доллара. Никто ее не купил. Попала она в этот пакет. Мне кажется, это что-то стоящее. Так, да, и вижу маркировку, и вижу... Так, сейчас игла. Такая толстая. Да, и стоила когда-то 2 доллара. Сейчас, минуточку. Хочу освободить эту брошь. Вот так вот. Стараюсь не дергать. Был печальный опыт. Дернула и, как говорится, сломала украшение. Так, минутку.
Здесь толстая игла, говорит о винтажном возрасте. Брошюровка очень такая качественная. Все работает. И маркировка Трифари. Представляете? За $5. Такая чудная брошь в отличном состоянии. В общем, этим пакетом я просто до восторга довольна. Брошь нужно, конечно, почистить. Вот толстая иголочка очень такая. Все работает, все качественно. И это такая веточка. Вот так ее носить. Прекрасное, уникальное украшение с красивой брошюровкой. В общем, как вы считаете, мои дорогие, пишите свои впечатления. Я очень довольна вот этими вещицами. Конечно, я считаю, что за $5 это просто подарок, да? Просто подарок чудесный вот эти. Ну, не считая, конечно, того, что в довес было доложено. А здесь вот такая чудная просто подборка брошей. Так что жду ваших впечатлений. На сегодняшний день я рада. Надеюсь, видео вам понравилось. Делитесь своими впечатлениями. Пишите, пожалуйста, комментарии. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.